Возможность позвонить близким по аудио и видео сегодня важна как никогда. Особенно в условиях, когда привычные сервисы блокируются, замедляются, ну или просто исчезают в один день. Поэтому стоит знать об альтернативах. Одна из них — Linfon. SIP-клиент открытый, бесплатный, работает на всех платформах и не принадлежит ни одной из корпораций бигтеха. Ленфон — это так называемый SIP-клиент или программный телефон. Существует с 2001 года, представлен французской компанией Belledonne Communications. Работает на Android, iOS, Windows, Mac и Linux. Полностью бесплатный, код открыт. Чтобы понять, как это работает, нужно разобраться с протоколом SIP. SIP — это международный стандарт для IP-телефонии. Не изобретение одной компании, а открытая спецификация, которая уже около 25 лет. На ней работает большая часть корпоративной телефонии в мире. Офисные АТС, IP-телефоны и операторские системы. Аналогия простая. Электронная почта. Ты можешь отправить письмо с Gmail на любой другой почтовый сервис, потому что все используют один открытый протокол. SIP работает также, но для звонков. Linfon с одним SIP-адресом может позвонить на любой другой SIP-клиент, даже если там стоит совсем другое приложение. У каждого пользователя есть SIP-адрес, выглядит как email. Сначала качаем приложение и устанавливаем на свое устройство, смартфон или компьютер. Далее регистрация. Если у вас уже есть SIP-аккаунт, можете войти с ним. У меня нет, поэтому проходим регистрацию. По номеру телефона тут все зависит от страны. Я пробовал с российским номером, не вышло. Поэтому идем в раздел регистрации по почте. Здесь довольно просто. Логин, правда, надо придумать уникальный, почтовый адрес, пароль, все. Номер телефона не понадобился, и это, кстати, плюс. Аккаунт создается на сервере sip.linfon.org. Это бесплатный публичный SIP-сервер от разработчиков приложения. Что есть на главном экране? Звонки, голосовые и видео. Качество хорошее, приложение поддерживает HD-аудио через кодек Opus и несколько видеокодеков. В новой версии переработали всю архитектуру под многопоточность, стало заметно быстрее и стабильнее. Чат, текстовые сообщения. Конференц-звонки тоже есть. Можно подключить несколько участников одновременно. Что по безопасности? Идем в настройки, расширенные и раздел «Безопасность». По умолчанию никакого шифрования, но можно выбрать из 3 вариантов. DTLS — шифрует трафик между тобой и сервером. Никто на уровне сети не видит, кому ты звонишь. RTP — шифрует сам голос и видео при передаче. ZRTP — это сквозное шифрование звонков. Соединение устанавливается напрямую между устройствами, сервер в процессе не участвует. Во время разговора оба видят короткий код. Если совпадает, соединение чистое. Можно включить обязательное шифрование. И да, заявлено, что для чата используется полноценное end-to-end шифрование. Сервер содержимого сообщений не видит. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поддержите нас, пожалуйста, лайком, подпишитесь на канал и уведомления. Это реально помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. И да, у нас появилось спонсорство. Если хотите, можете поддержать то, что мы делаем, мы будем очень благодарны. А теперь давайте посмотрим, как это работает. Я перейду в телефон. Здесь такое же меню. Выбираем вкладку «Звонки» и жмем на «Новый звонок». Вот тут нужно будет ввести SIP-адрес того, кому звоним. Набираем и видим сразу, как работает шифрование, которое выставили в настройках. На моем экране и экране собеседника появляется свой код и набор кодов. Соединение уже установлено, поэтому вы можете проговорить друг другу коды. Совпали — соединение чистое. Если же нет совпадающих, жмем на соответствующую кнопку и видим предупреждение, что соединение может быть небезопасным. Камеру включить можно внизу. Тогда аудиозвонок сразу станет видео. Теперь чат. Переходим во вкладку и также добавить новый чат. Linfon сразу же предупреждает нас, что беседа защищена сквозным шифрованием. И тут привычный чат. Правда, без гифок, стикеров и прочего. Что в настройках? В принципе, ничего такого, только можно сразу назначить встречу, то есть запланировать созвон на определенное время, но об этом попозже. Жмем на скрепку «Сделать фото», «Добавить из галереи», «Отправить документ». Все строго и функционально. Далее «Конференция». Принцип тот же. Вкладка «Новая конференция». Можно ввести ее название, выбрать дату и продолжительность, причем указав часовой пояс, который вы имеете в виду. У других участников будет отображаться в их часовом поясе. И, собственно, добавить участников.
либо из тех, с кем контактируете, либо написать полный SIP-адрес. По умолчанию приглашение будет автоматически отправлено в чат с участником. Не забудет и не пропустит. Вы потом, как организатор, всегда можете редактировать эту встречу, добавить ее в календарь вашего устройства, а также скопировать на нее ссылку и отправить другим участникам, чтобы они присоединились напрямую. Сколько человек поддерживает такой созвон в бесплатном аккаунте, я информацию не нашел, но точно вряд ли можно провести вебинар на 100 человек. Для небольшой группы вполне. Подведем итог. Linfone — это бесплатный программный телефон на протоколе SIP. Работает на всех платформах, шифрует звонки и переписку. С другой стороны, это непривычный удобный мессенджер для чатика с друзьями. Это просто еще один способ оставаться на связи с близкими и звонить по видео и аудио. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.